Приветствую вас, дорогие друзья и любители серии FIFA Manager. Мы сегодня с вами продолжаем карьеру за футбольный клуб Манчестер Юнайтед. Наконец-то появилось у меня свободное время, поэтому сегодня мы с вами запишем очередное видео. Давайте отправимся, посмотрим в календарь и что нас сегодня посмотрим будет ожидать. Закончили мы в прошлой игре у нас встречу с Ливерпулем, где мы одержали крупную победу со счетом 5-2. Заканчивается у нас, мы видим, месяц август. Следующая у нас игра на выезде с Саутгемптоном. Дальше у нас будет небольшая пауза, национальные сборные будут. И после этого также отправляемся в гости. Очередной тур у нас, пятый тур, будем играть мы против Кристал Пэлас. И далее у нас игра, мы видим, что с Тоттенхэмом дома мы будем принимать. Завершается у нас месяц август, и мы видим, что у нас лучшим игроком этого месяца становится футболист Тоттенхэма Хён Мин Сун. Также здесь в заявке мы видим есть и футболисты Арсенала, это Сака, и также есть представитель Шеффилд Юнайтед. Подошли мы к следующей нашей встрече. Будем в гостях играть против Саутгемптона. Мы видим, что Саутгемптон располагается в данный момент на 17 строчке, и текущая форма всего лишь одна звезда, то есть клуб пребывает не в лучшем своем расположении. Также будет интересная игра, дерби лондонская. У нас Тоттенхэм будет принимать у себя дома лондонский Арсенал. Стартовый состав у нас на эту встречу. Казимиро у нас выбыл до 4 сентября. Получил он небольшую у нас травму, повреждение плеча. В принципе, это никак не влияет на нашу игру, потому что Казимиро у нас все-таки игрок ротации. Следующий состав у нас на острие у нас Хёйлунд. Под ним играют в нападении слева Гарначо, справа Бруно Фернандеш. В центре поля у нас Майно и Угарте. Наши латерали: слева Люк Шоу, справа Диого Далот, тройка центральных защитников Йору, Деликт, Мартинес и на воротах Онана. Стандартная наша скамейка запасных. Пока что Маркус Решфорд у нас играет на скамеечке, потому что все-таки Гарначо более приоритетней. Также Мейсон Маунт у нас, Кристиан Эриксон, Мазрау и Магуайр, Диало и Джошуа Зиркзей. Посмотрим сейчас на схему нашего соперника. 4-3-3. Здесь нужно внимательно следить за центральным нападающим, ну и присматривать за фланговыми нападающими соперника. Что ж, давайте будем переходить и начинать нашу встречу. Мартинес подхватывает этот мяч, делает пас в центр на Хёйлунда. Хёйлунд здесь пытается побороться за мяч. Гарначо, здесь Люк Шоу есть рядом. Гарначо идет сам, прострел в центр на Хёйлунда. И здесь защитники Саутгемптона справляются в этой ситуации. Тем не менее, мяч сохраняет наша команда. Бруно Фернандеш, Хёйлунд, удар. И здесь Рамсдейл вытаскивает этот мяч. Атака продолжается. Люк Шоу на дальнюю штангу. Далот, Гарначо. И здесь снова выручает. Ногой выбивает мяч Рамсдейл буквально с ленточки. Угловой. Бруно Фернандеш. Навес. Диого Далот здесь мог нанести удар, но все-таки накрыли его в последний момент защитники. Далеко выбивает этот мяч. Здесь Угарте поборется. Хёйлунд. Хёйлунд с мячом по центру. Удар. И снова вытаскивает Рамсдейл этот мяч. Угловой. Прижала наша команда сейчас Саутгемптон своим воротам. Не выпускает. Здесь Хёйлунд пытался пробить по мячу, но не получилось у него это сделать. Люк Шоу на левом фланге. Пас на Гарначо. Здесь офсайда нет. Гарначо. Входит он в штрафную, и здесь сбивает его футболист Саутгемптона, и это фол. Это не пенальти, но было немножечко рядом. Навес от Бруно Фернандеша. Деликт бьет поворотом, и снова Рамсдейл вытаскивает этот мяч. Здесь сразу же Хёйлунд перехватывает этот мяч.
Гарнач идет по центру, сам пытается пробить, но слишком слабый был у него удар. Угарте. Здесь фол все-таки фиксирует судья. Сейчас будет штрафной. И прямой удар по воротам. Здесь опасно. И Онана на чеку на месте. Тем не менее, мяч у команды сохраняется, у команды Саутгемптона. Лалана здесь пытался он обыграть. Все-таки проходит эта передача. И здесь забивает гол Саутгемптон. Здесь Онана вроде бы потащил ногой, но все-таки от его ноги мяч пересекает ленточку ворот. 1-0 уже в добавленное время в первом тайме забивает Саутгемптон свой мяч. Идет он вперед, тащит этот мяч. Гарначо ходит в штрафную, сам пытается пробить, попадает прямо во вратаря. Теряет наша команда мяч, и сразу Саутгемптон устремляется вперед через центр. Адам Лалана. Обыгрывает он Угарта, и здесь удар от Армстронга, и Онана потащил этот мяч. Опасно. Адам Лалана. Штрафной удар. И, ну, это несерьезный был удар. Онана с легкостью забирает этот мяч. Адам Лалана. Центр на пас на Армстронга. И Армстронг сразу же бьет. Пас на Маркуса Решфорда. Здесь Зиркзей подбирает мяч. Удар. Слабый удар по центру. Никакого труда здесь для Рамсдейла не составил. 4 минуты у нас добавляет судья. Йору здесь догоняет мяч. Сразу же выносит аут. Саутгемптон выбросит сейчас аут. Нашей команде нужно поскорее перехватывать мяч. Здесь опасно. Может получиться навес. И Онана забирает этот мяч. Вынос. Здесь снова не получается зацепиться за мяч у нашей команды. Эриксон. Пас на Маркуса Решфорда. Остается совсем чуть времени. И звучит финальный свисток. Завершилась у нас эта встреча. Счет 1-0. Довольно-таки бодро наша команда начала этот матч. Давила первые 15 минут Саутгемптон. Не давала выйти, собственно, со своей половины поля. 3-4 было опасных момента. Но все-таки вратарь был на высоте. Получает он сегодня, мы видим, десятку. И лучший игрок своей команды. Наша команда так и не смогла реализовать свои моменты, ну а далее Саутгемптон уже перехватил инициативу и мог тоже неоднократно он забить. В целом, я считаю, наша команда наиграла как минимум на один мяч, то есть поражение мы не заслуживали. Но это футбол. Забить у нас не получилось, и сегодня мы проиграли, считаю, аутсайдеру. Обязательно должны были побеждать, и замены, которые, кстати, мы сделали, не повлияли никак на игру, хотя моменты тоже были и у Зиркзея в том числе. Ну что ж, по статистике смотрим, 8 ударов у нас нанесли команды, и 5 у нас в створ наша команда против 4 в створ у Саутгемптона. По владению мячом мы видим, что Саутгемптон перехватил инициативу. В итоге 58%, но на 42%. Ну а лучший игрок вообще этой игры, конечно же, вратарь Рамсдейл. Наш голкипер тоже хорошо сыграл, но все-таки, если бы не Рамсдейл, то Саутгемптон бы, скорее всего, победы бы не одержал. И посмотрим сейчас, как у нас сыграли команды в этом туре. Мы видим, что Брайтон обыгрывает со счетом 1-0 команду Ипсвич. Кристал Пэлас дома обыгрывает 1-0 Лестер Сити. Фулхэм проигрывает 1-4 у себя дома команде Вест Хэм. Ливерпуль крупно обыгрывает Ноттингем Форест. Манчестер Сити выигрывает у себя дома команду Брентфорд. Астон Вилла обыгрывает дома у себя Эвертон со счетом 1-0. Челси проигрывает Бормуту со счетом 2-0. Арсенал обыгрывает Тоттенхэм в дерби со счетом 2-0. И Вулверхэмптон у себя дома проигрывает команде Ньюкасла.
У нас жеребьевка Кубка Англии, третий раунд. И сейчас мы с вами узнаем своего соперника. И мы сыграем против команды Бристоль Сити. Следующая наша игра. Мы отправляемся в гости к Кристал Пэлас. Кристал Пэлас у нас занимает 12-ю строчку. Мы видим, что текущая форма средняя 3 звезды, а по сезону 2 звезды. То есть команда явно недовольна 12-м своим местом, то есть претендует она на что-то большее. Также сегодня будет очень интересная игра, я думаю, игра тура. Манчестер Сити будет дома принимать лондонский Арсенал. И получает у нас травму сразу два футболиста нашей основы. И у нас повреждение связок надколенника у Угарте. Будет он отсутствовать до 4 октября. И также травмировался у нас Коби Майну. Растяжение паха у него до 18 сентября. Поэтому в этой встрече нам нужно будет что-то придумывать. Скорее всего, давайте сейчас посмотрим. У нас есть Казимиро, он доступен. Он сыграет вместо у нас Угарте. И мы также ему скажем, что ты мне нужен для следующей игры. Немножечко постараемся поднять. Да, полную приверженность он нам обещает. Мораль и форма улучшается футболиста. Ну а вместо Коби Майну, я думаю, мы сегодня опустим Бруно Фернандеша, а на острие выпустим Амада Диалло. И сыграем именно вот так вот. Только единственное, что позицию немножечко поменяем. Правый фланговый нападающий у нас будет Амад Диалло. По Гарначо можно оставить Гарначо. В принципе, у него форма 13. Либо выпустить вместо него Маркуса Решфорда. Ну, попробуем все-таки оставить Гарначо. По Хёланду есть, конечно, вопросы. В целом, пока что он выступает довольно-таки неплохо. Можно попробовать даже Маркуса Решфорда на острие. Попробовать заиграть. Пока что Решфорд, мы видим, без голов проводит сезон. Ну и нам нужно кого-то поставить вместо Коби Майну. Давайте сейчас Антони подтянем в состав. В принципе, все, у нас позиции все закрыты. Можно начинать эту встречу. Посмотрим, как у нас. Здесь поставим, давайте, плеймейкера Бруно Фернандеша поставим. Будет играть у нас 4-3-3. Единственное, что здесь под нападающими играют центральные атакующие полузащитники. Сейчас пристально дадим команде следить за центральным нападающим. Но опеку давать не будем нашей команде. Здесь нужно Амаду Диалло. Сейчас мы немножечко движение поправим и дадим ему особое указание бег-прорыв. И дриблинг не будем ставить. В принципе, он и так будет идти в дриблинг. Ну и будем стараться больше играть короткими передачами. Вот. А Бруно Фернандешу поставим удержание мяча. Свободную роль ему не будем ставить. Все, в принципе, что касается настройки тактики нашей команды. Давайте посмотрим сейчас на команду Кристал Пэласа. Мы видим, что последнюю игру они выиграли у Лестера, а перед этим проиграли Челси, Вест Хэму. В целом перепады у команды. Анана мы видим тоже в хорошей форме, 13. Люк Шоу, да, можем. Посмотрим, кто у нас может сыграть слева. Это Тайлер Маласия. В принципе, больше у нас никого нет. Пока что все-таки в приоритете все-таки Люк Шоу, несмотря на то, что ему 29 лет, но по скиллам пока что он неплохо еще развивается. Ну и больше у нас альтернатив никаких нет. Я думаю, давайте все-таки начнем с таким стартовым составом. А позже уже Амада Диалло еще я забыл сказать, да, что у тебя есть талант, настало время его проявить. Вот. Начинаем эту встречу. Играем в гостях, но нужно все-таки постараться выиграть.
эту встречу и все-таки не отпускать лидеров, потому что потом будет проблематично догнать по турнирной таблице, и нельзя нам терять все-таки очки с середняками, и тем более с аутсайдерами, потому что потом еще будут личные встречи с топовыми командами, и там тоже нужно будет бороться за очки. У нас задача, напомню, попасть финишировать все-таки в четверке, чтобы зацепиться за Лигу Чемпионов. Гарначо фалит, но без желтой карточки. Хороший здесь заброс. И первый опасный момент. Наносил здесь удар футболист. Пока что не спешит Люк Шоу. Только сейчас у нас следует длинный заброс. Гарначо. Здесь прорывается он вперед. Сразу прострел. И здесь у нас забивает Хёйлунд. Отличная атака. Ошибаются здесь защитники. Кристал Пэлас, мы видим, что не собирается отсиживаться. В обороне сразу идет он вперед. Была хорошая здесь попытка, но наш центральный защитник подстраховал и отобрал вовремя мяч у нападающего Кристал Пэлас. Казимиру здесь отбирает мяч, но тем не менее Кристал Пэлас сохраняет пока что владение над мячом. И с нарушением правил уже отбирает мяч Казимира. И опасный штрафной может получиться. Удар у нас по воротам. Попадает он в кого-то из стенку. И мяч переходит на угловой. И здесь Анана играет кулаком. Выбивает мяч. Люку Шоу, видим, что он прихрамывает. Получил, видимо, небольшую травму. И здесь хороший пас. И забивает у нас футболист Кристал Пэласа. Проспалась сейчас наша оборона. Пас в разрез, и здесь Анана уже ничего не смог поделать. Офсайда никакого нет. Гарначо. Прострел. И здесь мягкая такая подача была на Хёйлунда. Бруно Фернандеш. Шоу. Снова прострел. Там Диало на дальней штанге. Это гол. В ближний угол пробил Амад Диало здесь. И от штанги мяч залетает в ворота. Ошибся здесь Хендерсон. Мог, в принципе, он забирать этот мяч. В оставшиеся 45 минут нашей команде продолжает наращивать темп. Здесь Хёйлунд. Удар. И непростой был удар. Хендерсон подтащил. Перевел мяч на угловой. Бруно Фернандеш навешивает. И здесь де Лигт попадает в перекладину. Камада идет вперед, отдает он пас, и здесь де Лигт ошибается в борьбе с нападающим Кристал Пэлас, и здесь мы видим, пробил он головой, но удар был не слишком сильный, поэтому Анана без труда какого-либо забирает этот мяч. Йоро у нас, мы видим, далеко выходит. Пас на центрального нападающего. Здесь он не успевает опустить мяч на газон, как наши защитники выбивают у него. Но атака продолжается у Кристал Пэлас. И здесь опасно. Наконец-таки выбивают этот мяч. Пас прошел. И здесь удар. И забирает она этот мяч. Сразу же вступает в отбор, как только мяч доходит до этого футболиста. И здесь Гарначо у нас с мячом. Пас на Хёйлунда, но Хёйлунд не понял замысел. И здесь Хендерсон оказался расторопнее. Первым он добирается до мяча. С нарушением правил он это делает. И штрафной. Команда Кристал Пэлас бьет. Попадает в стенку. И снова здесь удар. И Анана на месте. Вышел Антони вместо у нас Амада Диало. 1 минута остается до конца основного времени. И здесь команда забрасывает. Удар через себя опасно, но по центру прямо в ноги Анана. Хорошо он среагировал, хотя было непросто. 1 минуту всего лишь добавляет судья. Наша команда пытается держать мяч. Откровенно говоря, тянет наша команда время. Правильно делает. Звучит у нас финальный свисток. 2-1. Наша команда побеждает на выезде.
Завершилась у нас эта встреча. Добывает наша команда победу против команды Crystal Palace, хотя была довольно-таки непростая игра. Лучший футболист нашей команды мы видим, что сегодня является Люк Шоу. Отдал он одну голевую передачу, рейтинг у него 10. Также хорошо сыграл наш голкипер. Ну а забивали сегодня у нас Амад Диалло и Расмус Хёйлунд. Также мы видим, что Гарначо у нас сегодня отметился ассистом. По статистике мы видим, лучшим игроком матча у нас представлен нападающий Crystal Palace. Действительно хорошо он провел эту встречу. И если бы не наш голкипер и временами не наши защитники, да, то счет мог бы быть даже не в нашу пользу. То есть хорошо себя провел в этой встрече нападающий Crystal Palace. Где-то, конечно, немножечко ему не повезло, не хватило точности или силы удара. По ударам мы видим, что Crystal Palace доминирует. 8 ударов против 4. Ну а по ударам створа 4 у нас и 4 у команды Crystal Palace. По владению мячом небольшое преимущество, 52% все-таки есть у нашей команды. Результаты пятого тура. Мы видим, что Челси обыгрывает достаточно уверенно со счетом 4-1 Вест Хэм. Волки снова проигрывают. На этот раз Астон Вилла обыгрывает дома их со счетом 1-0. Интересный матч Фулхэм против Ньюкасла. Ньюкасл одерживает победу со счетом 3-2 на выезде. Лестер у себя дома обыгрывает команду Эвертона. Ливерпуль дома обыгрывает Бормут. Саутгемптон дома обыгрывает команду Ипсвич Таун. Тоттенхэм после поражения от Арсенала дома обыгрывает команду Брентфорд со счетом 2-1. Брайтон у нас выигрывает дома со счетом 2-1 у команды Ноттингем Форест. Ну и мы видим самый интересный матч у нас: Манчестер Сити против Арсенала. И Манчестер Сити крупно со счетом 4-1 обыгрывает лондонский Арсенал. И смотрим турнирную таблицу. После 5 туров у нас Тоттенхэм находится на первой строчке. 12 очков в его активе. Следом идет наша команда, также 12 очков. У нас 14 мячей забито, больше всех пока что, 6 пропущено. Также 12 очков у Манчестер Сити, на третьей строчке они. Ну и замыкает четверку у нас лондонский Арсенал, тоже 12 очков. Далее у нас идет Астон Вилла, Челси, Ливерпуль, Бормут, Ньюкасл. Замыкает десятку у нас Брайтон. Смотрим у нас, значит, зону вылета. Ипсвич Таун 0 очков. Эвертон очень плохо начал сезон. Также ни одной у него победы, 0 очков. Ну и замыкает тройку. Мы видим, что на 18 строчке у нас команда Лестер Сити. 4 поражения, 1 победа, 3 очка. Ну и также мы видим, что плохо все у Волков. Тоже 3 очка. Ноттингем и Брэнсфорд, я думаю, в принципе, вот с 20 по 15 место команды будут разыгрывать между собой путевку на вылет. Будет достаточно интересно. Надеюсь все-таки, что Вулверхэмптон и Ноттингем Форест сохранят прописки. Если мы видим в реальности, Ноттингем играет достаточно хорошо и в четверке у нас находится, то здесь все достаточно плачевно для команды Ноно Спириту Санту. Поэтому посмотрим, как дальше будут развиваться события. Лучшие футболисты этого тура. Мы видим, что Люк Шоу здесь и Анана в качестве голкипера. Футболисты нашей команды попадают в этот список. Также смотрим мы гонку бомбардиров. На первой строчке у нас Хён Мин Сон, у него 7 забитых мячей. Далее у нас идет наш футболист Расмус Хёйлунд, 4 забитых мяча. Дальше у нас идет футболист Вест Хэма. Ну и на 4-й позиции мы видим, что также 4 забитых мяча у Гарначо. В целом пока что неплохо, больше здесь наших футболистов нет. Надеюсь, что в принципе кто-то из наших футболистов поборется за лучшего бомбардира чемпионата Англии в этом сезоне. Хотя, конечно же, сделать это будет достаточно сложно, потому что слишком много футболистов. Давайте посмотрим, где у нас не представлен, к сожалению, здесь он в десятке. Холланда нету, зато есть Исак, Фоден от Манчестер Сити, в принципе, и все. И Салах у нас на 9-й строчке.
Ну и мы видим, что новости, тренерские слухи, так как у Вулверхэмптона дела не идут, мы видим, что есть новость, что Гарри О'Нил, скорее всего, будет уволен из Вулверхэмптона, и есть кандидатура Пит Вилд, который может возглавить в случае увольнения Гарри О'Нила. И давайте сейчас, так как у нас хорошо сыграл Онана, нужно обязательно похвалить его. Да, в последней игре ты отлично сыграл. Также у нас отлично сыграл Люк Шоу. Обязательно его нужно похвалить. Мы видим, что следующая у нас встреча в Лиге Европы. Будем мы играть против Партизана. И на сегодня это будет последняя встреча. С Тоттенхэмом уже сыграем мы в следующем туре. Давайте будем потихоньку двигаться к этому матчу. Также нужно зайти посмотреть еще нашу разведку, что нам тут предлагают скауты. Есть неплохие варианты, мы видим, что предлагают нам скауты. Будем периодически заходить, просматривать. Интересных футболистов будем добавлять к себе в шорт-лист. Возможно, кого-то из них мы приобретем. Но пока что думать о трансферах рано. Будем делать это ближе к концу декабря. И когда откроется трансферное окно, обязательно будем делать какие-то покупки, потому что однозначно усиливать состав необходимо. И спрашивает у нас наш запасной турецкий голкипер, какие у него шансы сыграть до конца сезона и чего вообще нам ждать. Мы ему напишем, что сыграешь несколько матчей. Конечно же, дадим тебе такую возможность. У нас выздоровел Куби Майну, и, собственно говоря, наш голкипер доволен, его мораль повышается. И, видим, у нас первый тур был Лиги Чемпионов, новый формат, как мы знаем. И посмотрим сейчас на результаты. Монако у нас обыгрывает со счетом 2-0 пражскую Спарту. Милан 3-0 Зальцбург. Аталанта в ничью с ПСЖ. Атлетико Мадрид 3-3 против Брюгге. Барселона 4-0 Лудогорец обыгрывает. Фейнорд у нас 0-2 проигрывает Астон Вилле. Дальше у нас Болонья проигрывает у себя дома Штутгарту со счетом 0-4. Жирона также дома проигрывает Боруссии со счетом 0-1. Селтик проигрывает 1-2 команде Стурму. Ювентус обыгрывает 3-0 Ливеркузенский Байер. Милан, мадридский Реал дома обыгрывает Ливерпуль со счетом 2-1. Манчестер Сити не смог одержать победу и сыграл в ничью 0-0 против Шахтерского Донецка. ПСВ Эйнховен 3-0 обыгрывает Бенфику. Рейнджерс обыгрывает со счетом 3-1 Лейпциг. Брест проигрывает 0-2 Арсеналу. Спортинг обыгрывает 1-0 Интер. Ну и Бавария проигрывает Галатасараю со счетом 1-0. И что у нас здесь в концовке? У нас Young Boys играют 3-0 против Цервеной Звезды из Белграда. Такие у нас результаты Лиги Чемпионов. Ну а мы, собственно говоря, переносимся в Лигу Европы, где сегодня сыграем нашу первую игру против Партизана из Белграда. Можем сказать, что текущий сезон складывается у команды достаточно плохо. И форма тоже не важная, в то время как наша команда на подъеме. Стартовый состав сейчас с вами будем рассматривать. Посмотрим, что у нас. Нам играть с Тоттенхэмом через 2 дня, то есть важная игра. Поэтому нужно, чтобы наши лидеры были в хорошей форме и в хорошей энергии. Возможно, сейчас сделаем небольшую ротацию, потому что все-таки соперник не самый сильный, скажем честно говоря, поэтому можно немножечко как-то разгрузить. В том числе Люк Шоу, вот мы видим, что у нас здесь хочет он отдохнуть. Энергия 80, все-таки нужно дать ему такую возможность, чтобы к игре с Тоттенхэмом он был свежий. Нам нужен
Здесь нужно посмотреть, Далот у нас в какой форме находится. У Далота 93. Когда мы Далота отправляем налево, а Мазраю выпускаем направо. А в качестве замены у нас будет сегодня Тайлер Маласи вместо Люка Шоу. Далее у нас Коби Майну восстановился. Посмотрим, что у нас. Бруно Фернандеш 89, Казимиро. Дадим возможность. Угарта он еще нам недоступен. Казимиро в любом случае остается. Справа Диало, слева Гарначо. Я думаю, что в принципе оставляем наше трио в атаке. Потому что в хорошей они находятся форме. И энергия в принципе позволяет. Бруно Фернандеш. Казимиру. Так, что у нас? У нас Йору, Мартинес, в принципе, тоже в порядке. Можно выпустить Харри Магуайра, конечно, в центре попробовать. Харри Магуайра мы выпускаем в центр. Йору остается у нас слева. И Коби Майну нам нужно в стартовый в резерв куда-то поставить. Я думаю, что вместо Нари, скорее всего, вместо Эриксона. Думаю, примерно так все оставим. Смотрим нашего соперника. Схема 4-2-3-1 с двумя опорниками. Сразу внимательно следить за центральным нападающим. Ну и персональную опеку фланговым нападающим мы давать не будем. В принципе, стартовый состав у нас готов. Все остается без изменений в плане тактики. Очень хорошо в предыдущем матче мне понравилось, как сыграла у нас связка центральных полузащитников Бруно Фернандеш и Казимиру. Давайте посмотрим, как они себя покажут в этом матче. Ну и Мазрау выходит на стартовом составе. Здесь, конечно, можно было вместо Гарначо поставить Маркуса Решфорда. Но все-таки у Гарначо хорошая форма и энергия у него не настолько просевшая. Давайте посмотрим, как и здесь он себя проявит. Пока что вытеснил он из состава Маркуса Решфорда. Ну и Зиркзей проигрывает Хёйланду. Хотя мы видим, что форма 14. Давайте, наверное, поставим все-таки Зиркзея в этом матче на острие. А Расмуса Хёйланда отправим в запас. Здесь выбрасывает наша команда аут. И получается опасно. Здесь нет офсайда. Ходит штрафную. И гол забивает Партизан уже в начале этой встречи. Не сильно получился удар. И здесь ошибается Анана. Это вратарский гол. В ближний угол пропускает Анана. И наша команда проигрывает уже в начале этой встречи. И здесь нужно что-то поскорее придумывать. Амад Диалло хоть штрафную. Бьет, но попадает прямо в голкипера. Повнимательнее нужно все-таки смотреть. Особенно нашим защитникам. Возвращаться своевременно в защиту. Здесь Диалло простреливает. И Гарначо забивает. Ошибается здесь защита Партизана, и голкипер тоже проспал момент, и Гарначо буквально с 5 метров расстреливает голкипера. Видно, что наша команда заряжена на борьбу. И здесь отличный пас, Зиркзей, выход 1 на 1, удар в ближний угол, и здесь голкипер переводит мяч на угловой. Мне кажется, поторопился Зиркзей, можно было бы и получше воспользоваться этой ситуацией. Опасный штрафной, 20, наверное, метров до ворот. Удар в верхний угол, и здесь Анана все-таки добирается до этого мяча, и угловой пробьет команда Партизана. Диалло, здесь пас сразу на Зиркзея, может получиться опасно. Зиркзей догоняет мяч, смещается он в центр, снова выход 1 на 1, второй уже. И на этот раз переигрывает Зиркзей голкипера. Выходит он в последний момент из ворот. Но Зиркзей успевает все-таки перебросить мяч этот над голкипером. Счет 2-1.
Снова здесь опасный штрафной. Снова 20 метров. Удар. И на этот раз выше ворот. Диало. Двигается он вперед. Простреливает. И там Зиркзей в штангу попадает. Он здесь... не хватило точности его удару. И здесь Мазрау пытается догнать футболиста. Ой-ой-ой-ой. И это 2-2. Все-таки проходит здесь подача. Не успевает Мазрауи. Ну и на дальней штанге у нас не успевает Мартинес. Ну и не выручает у нас наш голкипер. Бруно Фернандеша уже нет на поле, нашего главного креативщика. Антони здесь идет по флангу, навес. Зиркзей, теперь он попадает. Первый раз он в подобной ситуации попал на штангу, но здесь его удар оказался более точным. Голкипер здесь не выручил, ну и защитники не подстраховали. Здесь Кубимайну подстраховал, занял временно пока место центрального левого защитника. Опасно. Здесь Магуайр бросается в подкате под этот удар. 3 минуты добавляет судья. Кубимайну нужно додержаться нашей команде. Зиркзей. Маркус Решфорд. Пас на Маласию. Маласи идет вперед. Играет на Маркуса Решфорда. Решфорд на Зиркзей. Зиркзей бьет и забирает этот мяч. Хороший был удар, но не хватило, наверное, силы. И звучит финальный свисток. Завершается у нас эта встреча. Счет 3-2. Достаточно тяжелая была игра. И что у нас по забитым мячам? Сегодня у нас Зиркзей сделал дубль. 2 мяча. Лучший игрок нашей команды. Ассистировал ему Амад Диалло. Также у нас Гарначо сегодня забил мяч. Ну и мы видим, что неплохую игру провел у нас вышедший на замену Антони. Получает он рейтинг 7. Отдал одну голевую передачу. В целом команда сыграла достаточно хорошо. Единственное, что пропустили в начале гол, в контратаку пропустили, но потом взяли себя в руки и на классе уже обыграли соперника. И это была первая игра в Лиге Чемпионов. Дальше посмотрим, кто у нас будет в соперниках. И нужно постараться, конечно же, выигрывать каждый матч, настраиваться на каждую игру. По статистике удары 6 против 5 у команды соперника, удары створ 6-3. И по владению мячом небольшое преимущество было у Партизана 52-48. Ну а лучший игрок всего матча у нас сегодня становится наш нападающий Джошуа Зиркзей. Давайте посмотрим сейчас, что нас ожидает в следующем видео. Определенно это будет игра против Тоттенхэма. Будет игра у нас в гостях против Астон Виллы. Здесь еще будет, мы видим, что второй раунд Карабау Кап, он же Кубок Лиги. И дальше мы встречаемся в Лиге Европы с Реалом Сосьедадом. Это уже будет игра намного серьезнее, чем против Партизана. Поэтому будет, я думаю, что интересно. Спасибо, если вы досмотрели это видео до конца. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Как будет свободное время, постараюсь всегда записывать видео по поводу менеджера. Не всегда есть свободное время, к сожалению, поэтому как только есть время, обязательно стараюсь записать ролик. И всего вам доброго и до новых встреч!